Всем привет! Сегодня у нас необычный расклад. Послание слишком громкое, чтобы его игнорировать. И посмотрим, что за послание. Для сигнификации мы посмотрим, почему ты не замечаешь то, что творится вокруг. И давайте в долгий ящик откладывать не будем сразу. Приглашаю вас в проживание арканов, в манифест, в эзотерическую библиотеку, в марафоны денежный и женский, в закрытые расклады, вроде говорил, и в обучение точечное по колодам, трактовки и обзоры колод, без всякого БК. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Давайте начнем наш расклад. Итак, напомню, сегодня расклады для тех, кто вчера оставил обратную связь под раскладами. Завтра расклады будут, кто оставил обратную связь под этими раскладами. Итак, почему ты не замечаешь того, что вокруг творится? Ну, знаешь, по картам ты как будто в аквариуме. Плаваешь в своих мыслях, а за стеклом уже давно, как говорится, все горит. И карты говорят, что ты устроила себе вот глобальную занавеску, потому что ты боишься признать, какая фигня у тебя в жизни закончилась. Она закончилась насовсем. А ты вот вместо того, чтобы выдохнуть, начать новое, ты упорно делаешь вид, что все по-прежнему. Так вот эта твоя стабильность, это просто чистой воды самообман. Ты специально закрываешь глаза на реальность, потому что если признаешь факты, то придется что-то менять, а сейчас тебе не хочется даже двигаться. И изменения тебя просто они пугают до дрожи. Вокруг тебя уже люди шепчутся. Ситуация назрела, а ты все сидишь и додумываешь за всех. Мол, там все нормально. Нет, это ненормально. Твои страхи и привычка прятать голову в песок, они довели до того, что ты даже очевидных вещей больше не видишь. Подруга твоя тебе 100 раз намекала, что с ее мужиком нечисто, а ты улыбаешься. Типа там, ладно, все наладится, помиритесь. Или на работе у тебя уже месяц, мимо тебя деньги пролетают, проекты пролетают. А ты такая думаешь, ну зато стабильно. Проснись. Ты ж не замечаешь, что тебя медленно, но верно вытесняют из твоей же жизни. Потому что признать это значит сжечь мосты и выйти из зоны комфорта. А ты сейчас как лягушка в нагревающейся воде. Помнишь, такое? Лягушки, если потихонечку воду нагревать, они булькнут только когда поздно будет. Перестань ждать. Перестань ждать, что все само собой рассосется. Не рассосется. Вытащи свое тело из этого болота иллюзий. Пока ты из себя страуса корчишь, другие уже делят твое место под солнцем. И хватит ныть про это твое любимое авось. Трезво посмотри, что на самом деле происходит, иначе потом локти будешь кусать. А я тебе скажу потом, а я тебя предупреждал, нечего теперь, как говорится, валенки сушить. Так какое послание слишком громкое, чтобы его игнорировать? Ну знаешь, ты упорно делаешь вид, что это все фоновый шум. У тебя, знаешь, прям под носом валяются возможности, у тебя валяются ресурсы, даже деньги.
а ты их в упор не видишь. Потому что ты уперлась лбом в какую-то херню и пошла не туда. Вот смотри, я тебе объясню. Ты 3 года на одной работе, хотя там уже давно потолок. А тебе предлагали классный проект, классную работу, а ты отказалась, потому что испугалась. Твой вечно ноющий мужик, которого ты кормишь, одеваешь, лечишь, носочки им гладишь. Он тебе даже цветы не дарит. Ты считаешь, что это нормально? Нет, это уже крик вселенной. Тебе буквально сыпятся знаки. Звонят там с предложениями, люди пытаются тебя вытащить в новое, а ты уткнулась в экран телефона и твердишь. Это потом, это не время еще. Я тебе сколько раз говорил. И вот знаешь, что самое интересное? Вот у всех про проживание арканов мимо ушей. А вот именно у тебя ты это знаешь, ты это понимаешь, говоришь, ой, это не сейчас. Вот время-то как раз и сейчас. Я тебе шепну на ушко, скоро в 2 раза дороже станет. Ты тот, кто успел, тот и будет с такой ценой. И пока ты смотришь в одну точку, жизнь, она мимо проходит. Ты с матерью конфликтуешь из-за ерунды. На подруг срываешься. И главное, что ты сама с собой в диссонансе. И вот это, как сказать, вот это вот карты, вот как сказать, не знаю. То есть, вот как объяснить, ты идешь против своего же потока. Не знаю, как объяснить, вот ты против своего же потока идешь. Мечтала открыть свой бизнес. Вместо этого ты 3-й год работаешь в этом офисе и очень сильно ненавидишь понедельники. Все вокруг говорят, да брось ты эту дурь. А надо было давно их послать и начать, как говорится, свое дело. Одно пойми, игнорируя все сигналы вселенной, да не жди их тогда потом. Ты же рубишь сук, на которых сидишь. Скоро возможности, они просто закончатся. Это вот знаешь, как девочки в 20-25 лет говорят, ой, много мужиков вокруг, погуляй еще для себя. Настает 30 и ни одного мужика рядом. Опоздали, вот у тебя именно такая история. Возможности, они закончатся. И ты просто останешься с кучей вот этих вот «а если бы я тогда...» Услышь ты наконец-то, что тебе говорят. Что делать, зная все это? Хватит ныть и репу чесать хватит, потому что действовать пора. Без истерик, без резких движений. Во-первых, знаешь, вот перестань бороться с реальностью. Если, как говорится, эфемерно, да, река течет налево, а ты гребешь направо, ты просто потратишь силы и утонешь. Понимаешь? Твои вот эти старые схемы, старые какие-то там понятия, они больше не работают. Не надо цепляться вот за людей, которые себя изжили, понимаешь? Или там работу, где тебя не ценят. Плыви туда, куда несет, но не пассивно. А как этот серфингист, вроде правильно я сказал, я не знаю, как они называются, вот эти, которые на волнах катаются, серфингисты же вроде. Вот лови волну и управляй вот этой доской. Если тебя сокращают, не рыдай, а используй это как пинок под зад, как взлетную площадку, чтобы наконец-то запустить свой бизнес, о котором ты только говоришь, но ни хрена ты не делаешь. Муж загулял, не устраивай скандалов, молча вещи собираешь и, как говорится, съезжаешь, или он съезжает. Ты ж не беспомощная, ты заклинательница прям. Начни влиять на это все, но без натуги. Например, хочешь повышения, не штурмуй ты кабинет начальника, а покажи результаты, чего ты сделала и так далее.
Любви хочешь, перестань за мужиками бегать и займись собой. Это главное, чего женщины не понимают, что желаючи мужика, его не найдешь, ну или найдешь какого-нибудь полупокера. Хочешь мужика, занимаешься собой. Никак по-другому. Не ищешь мужика на этих сайтах всяких. Нет, собой занимаешься. Прояви вот эту магию спокойствия. Когда ты перестаешь метаться и доверяешь потоку, то нужные люди и возможности, они сами приплывают. Но плыть по течению – это не значит бездействовать. Это вот как на велосипеде, да, например, кататься. Крутишь педали в нужном ритме, не против ветра, а используй его. И сейчас твой момент, поэтому не упусти его. Перестань быть жертвой и стань тем, кто их создает проблемы. Понимаешь? Сделай первый шаг сегодня, хотя бы там ноутбук или там телефон открой и план набросай. Иначе через год ты будешь сидеть на той же кухне и, как говорится, судьбу ругать. А судьба тебе шансы прям вот под нос сует. Понимаешь? Все ты понимаешь, только лень, да? Апатия. Апатия, депрессия и вот это все такое. Итак, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Напомню, что сегодня расклады для тех, кто вчера оставил обратную связь в виде комментария. Сегодня расклад для тех, кто... завтра расклад для тех, кто сегодня оставит обратную связь. Я на вас ориентируюсь. Я же должен знать о вашем существовании, правильно? Чтобы вам расклады резонировали. Итак, сначала сигнификация, почему ты не замечаешь то, что вокруг творится. Ты слепая тетеря. Вот именно так. Ты знаешь, ты сейчас реально думаешь, что мир замер, пока ты в соплях валяешься. У тебя сейчас полное отключение мозгов и полное отключение интуиции. Ты не просто знаки пропускаешь, ты их специально гонишь тапком, как таракана. Потому что страшно признать, что что-то важное давно по швам расползается, трещит. Смотри, вот. С одной стороны, ты забил на свой внутренний голос, который тебе говорит: ты чего? Все же не так. И ты его глушишь сериальчиками, всякими шопингами и вот этим бесконечным нытьем там подругам и на жизнь. А с другой стороны, у тебя под ковром целый зоопарк страхов. Вдруг правда вскроется, вдруг придется что-то делать, вдруг все узнают, что я не идеальна. И какой итог? Ты упорно делаешь вид, что все хорошо, хотя уже вот даже кофе, как говорится, в чашке плесенью покрылся. Твоя проблема, она не в том, что мир молчит. Он тебе в уши орет. А ты включаешь режим «я ничего не вижу, я ничего не слышу», потому что правда, она страшнее, чем вот этот твой туман вечный. Ты сама свет выключила в голове и теперь удивляешься, почему вокруг темно. Вот знаешь, прекращай притворяться спящей красавицей, потому что принц только в сказках спасают. Вот здесь и сейчас пора признать, что ты не просто не замечаешь, ты бежишь от реальности, как черт от ладана. И вот чем дольше ты тянешь, тем больнее будет выход.
А как ты хотел? Думаешь, все наладится, рассосется? Нет, будет тяжелей, 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 пока ты свою попку не поднимешь. А с каждым днем попку поднимать и все тяжелей. И твоя слепота вот это не случайность, это выбор. Знаю, что жестко, но свою жопу с дивана поднимать только тебе, не мне. Я не могу к тебе прилететь и сказать: «Айда, пойдем». Какое послание? Громкое. Ну, знаешь, жизнь, она тебе не шепчет. Она тебя сейчас избивает кувалдой. Ну смотри, у тебя сейчас все сошлось в одной точке, как вот перекресток, да? Где стоит знак «Решай или умри». Это не вот это «Ой, может быть, завтра» или там «Подумаю позже». Нет. Жизнь тебе ультиматум поставила. Либо ты сейчас схватишься за ситуацию, либо она схватит тебя за горло. Второй вариант приведет к такому пипецу, да, что потом хоть волком вой. А карты показывают, у тебя под ногами уже не зыбучий песок, а бетонная плита. То есть варианты проигнорировать, просто нет уже. Все, что ты откладывала годами, да, долги, отношения, здоровье, карьера, самопознание, самореализация, это сейчас вылилось одним комом. И вот этот ком катится на тебя, как вот этот снежный шар с горы. Не шар, а лавина. И ты можешь либо увернуться и начать разгребать, либо ждать, когда с головой накроет. Послание тут не просто громко, нет. Оно орет, как пожарная сирена. Если ты прямо сейчас не включишь мозги, через месяц будешь разгребать руины вместо проблем. И это не страшилки, нет, это закон физики. Чем сильнее давишь на пружину, тем мощнее она выстрелит. Понимаешь? А твоя пружина, она уже на взводе. Поэтому хватит ныть, типа, почему мне? Время вопрос задавать, что я сегодня сделаю, чтобы не сожалеть завтра. И никак по-другому. Что тебе делать, зная все это, а? Хватит ныть. А чё ты ноешь? Перестань делать вид, что у тебя нет козырей в рукаве, у тебя все есть, чтобы закрыть этот долбанный вопрос. Карты тебе орут, используй то, что уже дано. У тебя же есть там навыки, связи, таланты. Ты просто разучилась ими пользоваться, пока пряталась в своей вот этой ракушке. Начинай строить. Не на песке, а на фундаменте. То есть не временные костыли, а систему. Если деньги, то не одолжу до зарплаты, да, а бюджет и подработка. Если отношения, то не вот это потерплю еще, а честный разговор. Понимаешь? С малого начинай, но сразу правильно начинай. Не надо прыгать выше головы. Делай шаги, которые можно закрепить. Понимаешь? И тут третий момент – это твои корни. Вот что тебя реально держит на плаву? Там семья, друзья, работа, хобби. Вот за это и цепляйся. Но не как за спасательный круг, а как за основу для роста. Ты специалист, прокачивай навыки. Есть близкие люди, проси поддержки, а не нытья. Не распыляйся на 10 дел. Выбирай вот 1-2 направления и вкладывайся как следует. И никаких отмазок про потом, потому что твое потом или как-нибудь это уже даже не смешно. Это уже, как сказать, диагнозов ставить не буду, да, но это уже плохо. Делай каждый день маленькое действие. Через месяц будет результат, через год новая жизнь. Но стартовать нужно вчера, понимаешь? А что ты хотел? Ты сейчас дальше расклад посмотришь, ничего в комментариях не напишешь, мне в комментарии в основном проживающие арканы пишут. И все, ты просто пойдешь дальше посмотреть там, какие у него сопли сегодня обо мне.
да? А жизнь проходит, жизнь — это мгновение, а ты не пользуешься ей. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки. Первый вопрос для сигнификации. Почему ты не замечаешь, что вокруг творится? Но Извиняюсь. Но сигнификация сегодня у нас теневая. Мало кто признает про себя. А тебе тут даже говорить нечего. Сидишь в своей ракушке и специально не высовываешься, чтобы не видеть весь этот пипец, который вокруг тебя творится. У тебя сейчас, знаешь, полная иллюзия контроля. И я подчеркиваю, иллюзия. Для тебя там вроде все разноцветное, красивое, как после дождя, да? Но это просто блики на лужах. А реальность, посмотри под ноги. Грязная вода, которая тебе уже по щиколотку. Ты не замечаешь, потому что ты уперлась в одну точку и ждешь, что все само пройдет. Но это не дождь закончился. Это трубы с говном прорвало. И пока ты восхищаешься этой радугой, твой, как говорится, подвал уже затопило. Ты думаешь, если не смотреть на хаос, то он исчезнет, да хер там. Ветер уже разнес твои бумажки по всему двору. Какашечные, я имею в виду. Соседи пальцами показывают, а ты все притворяешься, что это просто сквознячок, и кто-то там другие бумажки накидал. Ты ж не слепая. Сейчас ты испуганная больше. Ты боишься признать, что твои планы — это фантазии, а окружение, оно тебя давно уже не поддерживает. Человек, на которого ты молилась, а он уже тебе спину, как говорится, полгода показывает. Подруги вот эти твои, с которыми ты якобы близка. Они в чате без тебя, как говорится, байки о тебе травят. Ты не видишь, потому что ты не хочешь. Ты включила вот этот режим, все прекрасно, и вид делаешь, что вот это окно у тебя закрытое, да, это весь мир. Но у тебя там уже за этой шторкой окна нету, выбил стекла все. Глазки-то открывать пора, пока тебя не накрыло этими осколками стекла. Какое громкое послание. Хватит спать. Тут, знаешь, не просто искорка, у тебя уже весь дом полыхает. А ты сидишь и думаешь, каминчик так уютно, потрескивает. И я про огонь говорю, что это не метафора, это реальный пипец, который ты просрала. Отношения давно труп. Работа, да тебя там не ценят даже. Привычки, которые тебя убивают. Ты уже обожглась 100 500 раз. Ты как мотылек летишь обратно на пламя. Вот в чем прикол-то? Душа-то твоя умная, она тебе орет, что переродись. А ты что делаешь? Сериальчиками глушишь, шоколадками глушишь. И послание тут не просто громкое, оно орет прям. Как вот есть же вот про апокалипсис фильмы, там сирены орут, вот точно так же. Твое возвращение — это не новая глава, а один и тот же адский круг. Ты снова и сначала начинаешь делать те же самые ошибки, только вот в разных декорациях. Потому что, я объясню, смотри на мужика. Это клон прошлого бывшего.
Работа – это вариация старого дерьма, извини меня за выражение. А обиды твои – это вообще заезженная пластинка. Не игнорировать – это не выбор, это вопрос выживания. Если сейчас не дернешь вот за этот стоп-ручник, то въедешь в ту же яму, но уже на полной скорости. Твоя душа, она не просто стучится, она ломится в дверь к тебе с кувалдой. А что ты сейчас делаешь? Ты сейчас от всего отстранилась, тебе все неинтересно, у тебя апатия, депрессия, а через год ты мне напишешь: «У меня все плохо, дед. Мне сейчас хуже некуда. Так сама виновата, я тебя предупреждаю». А выбор прост. Или ты душу свою слушаешь, или потом будешь разгребать то, что все развалилось. То есть руины. Что делать, зная все это? Хватит метаться, включай мозги и делай 2 шага. А что я тут скажу? И ныть хватит. Вот первое – это вот сядь на попку и признай, что ты не всесильна. Поиск видений – это, знаешь, это не про гадание. Это про честный разговор с собой. Выключи телефон, отгони всех советчиков от себя, да, и спроси просто саму себя, чего я хочу на самом деле. Не вот это там надо или принято, а вот реально, что зажигает тебя изнутри, даже если это стыдно или страшно. Понимаешь? И перестань жить в свинарнике. Путь красоты – это не про вот эти вот инстаграмные фильтры, да, а про то, чтобы убрать из жизни все уродливое. Выкинь хлам из квартиры, отмени встречи с людьми, после которых ты чувствуешь себя вот опустошенной. Перестань дрянь кушать, от которой потом болит живот, понос и кусочничаешь еще. Ой, я на бутербродах, мне много не надо. Тебе не надо, а телу-то надо, представляешь? Твоя новая норма – это только то, что радует глаз и душу. Не потом, не там с 1 числа, сегодня. Вот смени дурацкие обои на рабочий стол, я имею в виду. Купи там тарелки нормальные вместо своих треснувших. Маме скажи, что не будешь выслушивать ее истерики. Если тебе интуиция шепчет «беги», то не ищи оправданий. Если тело ноет от усталости, то не геройствуй. Все просто, ты либо создаешь пространство, где ты можешь дышать, либо задыхаешься в говне. А тут выбор за тобой, пожалуйста, выбирай. И выбирай быстро, пока жизнь за тебя не выбрала. И, конечно же, всегда помни, что я с тобой рядом.